Денацификация Германии. Как проходило искоренение нацизма. После мая 1945 года по Германии прокатилась волна арестов, допросов и судов. Союзники устроили показательный процесс над нацистами и их помощниками. Хотя это решение было спорным, Англия выступала против массового разбирательства, но США и СССР настояли на показательных процессах в широком круге лиц. Порядка 300 тысяч человек было арестовано в первые же дни, как первых, вторых и третьих лиц нацистского режима, члены их семей, а также множество лиц, оказавших прямое влияние на работу гитлеровской военной и пропагандистской машины. Но это была капля в море. Одержав победу в 1945 году, союзники столкнулись с неожиданной проблемой. Население Германии потеряло лишь менее 10 миллионов человек, благодаря экономному генералитету и сбережению солдат, поэтому в стране оставалось огромное количество молодых мужчин, умеющих воевать и, вероятно, не растерявших симпатий к нацизму. Да пока они сложили оружие и просят мира, но надолго ли? Как заставить немцев отбросить агрессивные убеждения? Все взрослые немцы были обязаны заполнить анкету, из более сотни вопросов и сдать ее в ратушу, иначе они не получали продуктовых карточек. На основании ответов человека могли привлечь к суду или, напротив, решить, что он не может быть наказан за период последних 10 лет. По юридическим моментам наказания за военные преступления не могли понести обычные солдаты, лишь высшие чины, да лица, уличенные в явных зверствах. Таковых набралось около 10 тысяч человек, но еще 4 миллиона были участниками нацистских объединений, однако применить к ним санкции было невозможно. Оставалось перевоспитывать. На западе Германии союзники придумали поделить население на несколько групп. Получатели выгоды от нацистского режима путем добровольного участия в его создании и функционировании должны были регулярно являться в полицию. Получали запрет на занятие должностей, а также часто их имущество конфисковалось, как приобретенное неправовым путем. Второстепенные преступники также поражались в правах и получали весомый денежный штраф. Обвиняемые обычно имели партийный билет и уже приговаривались в тюремным срокам средней длительности, конфискации имущества, поражению в правах. Главные преступники, члены высших руководящих органов, могли попасть в тюрьму до 10 лет и получить полную конфискацию имущества. В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 миллиона дел и признаны главными виновными 1600 человек. Виновными 22 122 человека, незначительно виновными 106 422 человека, попутчиками 485 057 человек, невиновными 18 тысяч человек. Попавшими под амнистию 2 789 196. Прекращено по разным причинам производства 200 207. Из-за обилия дел, скоро лиц, рожденных после 1919 года, признали свободными от подозрений и преследования. Денацификация и перевоспитание, по первоначальному замыслу союзников, имеют такую же тесную взаимную связь, как поршень и цилиндр машины. Замысел предусматривал воспитание или перевоспитание взрослых, и особенно детей и молодежи в убежденных демократов, с помощью надежных, политически безупречных немцев, посредством прессы, радио, кино. В 1948 году денацификация точечным методом была завершена. Все виновные в зоне досягаемости получили наказание, либо скрылись и не были найдены. Пришла пора для всего немецкого народа. Крупный психолог Карл Юнг назначен ответственным за разработку программы денацификации населения Германии, и он определил главную проблему нацистского общества как отсутствие совести. Совесть он предписал будить с помощью демонстрации немцам тех ужасов, что совершили их соплеменники во время войны. Во всех населенных пунктах Германии стали принудительно показывать населению фильмы о концентрационных лагерях и военных преступлениях. Без отметки о просмотре человек не получал продуктов. Затем жители окрестных городов стали собирать на перезахоронение жертв нацизма, которых нужно было доставать голыми руками из братских могил. Ужас и отвращение насколько шокировали немцев, что такие акты глубоко врезались в сознание даже самых горячих сторонников фюрера. Кроме того, жителей принуждали смотреть на выкопанные останки, прогоняя их целыми колоннами мимо груды тел, под присмотром военных США. Из школ были уволены все учителя, работавшие при Гитлере.
Учебные программы переписаны, и пока шел этот процесс, студенты и пенсионеры брали обучение детей на себя, чтобы занять огромное количество беспризорных детей улиц. В советской и западной зоне были запрещены все ранее работавшие СМИ. США создавали индустрию независимой прессы, советская зона скопировала централизованную советскую систему. Система лицензирования СМИ в американской зоне подразумевала отъем лицензии у издания, которое будет пытаться сформировать единую точку зрения, чтобы не допустить диктаторских ремиссий. Американцы активно инвестировали в культуру, переводя на немецкий собственные произведения и спонсируя немецких деятелей либерального толка. Полностью была уничтожена прежняя судебная система, и к 1948 году открыты 200 новых судов с новыми кадрами на службе. Тем не менее, значительная часть бывших нацистских функционеров довольно скоро вновь оказались в руководящих креслах. До 43% доходила доля экс-членов НСДАП в новых партиях ФРГ. В советской зоне значительная часть крупных нацистов получила длительные сроки или ликвидирована. Но к 60-м новое поколение немцев выросло уже в совершенно иной атмосфере и ужасалось тому, что совершили их отцы. Это стало точкой невозврата. Даже получив власть, прежние нацистские лидеры уже не смогли бы получить значительную поддержку. Денацификация завершилась. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.